Добрый день, друзья! Предлагаю вашему вниманию рецепт торта без выпечки с арбузом и дыней. Количество ингредиентов и рецепт в описании. Первый этап – это основа из печенья и масла. С помощью скалки или блендера печенье измельчить в крошку, сливочное масло растопить, соединяем и хорошо перемешиваем. Печенье должно быть влажным. Зажмите ложку печенья в кулак, оно должно держать форму и не рассыпаться. Форму для сборки торта подготовить заранее. Дно обмотать пищевой пленкой и установить на доску. По дну формы равномерно распределить измельченное печенье и утрамбовать с помощью стакана. Основу из печенья отправить в холодильник, чтобы масло застыло минут на 20-30. Далее, второй слой. Сначала соединяю желатин с водой и оставляю на 15 минут. Для второго слоя использую йогурт со вкусом дыни. Перемешиваю миксером на низких оборотах йогурт и тоненькой струей добавляю к нему распущенный желатин. Достаю из холодильника остывшую основу из печенья и выливаю на нее йогурт. И повторно отправляю в холодильник на 30-60 минут до застывания второго слоя. Для третьего слоя также понадобится желатин. Соединяю желатин с водой и оставляю на 15 минут. Третий слой торта желейный, и его основа это содовая вода. Я использую спрайт. Чтобы избавиться от пузырьков, добавляю столовую ложку сахара в несколько этапов и перемешиваю до его растворения. Из дыни и арбуза вырезаю сферы с помощью фигурной ложки. Когда второй йогуртовый слой застыл, выкладываю на него сферы из дыни и арбуза. В спрайт добавляю распущенный желатин и покрываю фруктовые шарики на 1/3 высоты, чтобы сферы не всплыли на поверхность жидкости. Отправляю торт в морозильную камеру на 20-30 минут до застывания. После достаю и полностью покрываю сферы спрайтом и повторно отправляю в морозилку на 15-20 минут. Далее выкладываю на торт еще один слой фруктовых шариков из арбуза и дыни и на 1/3 высоты добавляю содовую и опять отправляю в морозилку на 15-20 минут. После достаю и выливаю оставшийся спрайт. Теперь отправляю уже в холодильник до полного остывания минимум на 5-6 часов. У меня торт простоял в холодильнике ночь. Убираю со дна пищевую пленку, перекладываю торт в форме на блюдо, прогреваю стенки торта феном и извлекаю форму.
Сразу же ставлю в холодильник на 10 минут, чтобы перестраховаться, так как фен немного растопил желейный слой. Благодарю за внимание. Всем удачи!